Представьте, что есть овощи, которые почти растут сами по себе. Досмотрите ролик до конца. Впереди ждет сюрприз. Невероятное растение под номером 14. Добравшись до него, вы, скорее всего, захотите найти семена и посеять этот овощ. А в конце один простой прием, который сделает ваш огород заметно проще. Лайфхак, который автоматизирует уход простым способом. В этом ролике я покажу вам 20 самых неприхотливых овощей, которые подойдут ленивым садоводам, начинающим и тем, кто хочет собирать урожай, не превращаясь в огородного раба. За многие годы я перепробовала десятки культур и поняла простую вещь. Часть овощей действительно работает на вас, а есть такие, что вы работаете на них. Сегодня речь пойдет именно о первой категории. Это культуры, которые почти не болеют, не капризничают и щедро плодоносят даже при минимальном внимании. И это не сказка из глянцевого журнала, а реальный опыт, который легко применить на обычном участке, на высоких грядках или даже на городском балконе. Раздел 1 «Огород без лишних усилий». Тут у нас собраны настоящие тяжеловесы грядок. Они делают почти всю работу сами, требуя минимального вмешательства после посадки. Начнем с цукини. Это просто классика ленивого жанра. Если дать им нормальную рыхлую почву, воду и солнце, урожай будет феноменальным. Сажаем семена на глубину где-то 2-3 сантиметра, когда пройдут заморозки, и вуаля! Через 40-60 дней уже можно собирать первый урожай. Честно говоря, 1-2 кустов с лихвой хватит на всю семью. А зеленая фасоль и горох — это же абсолютно бесплатные азотные фильтры для нашей почвы. Закладываем семена фасоли сантиметра на 3-4 вглубь, и она сама добывает азот прямо из воздуха. Урожай готов буквально через 50-60 дней. Главное тут вовремя собирать стручки, не давать им перезревать, и тогда новые будут появляться снова и снова. Ну а тыква-баттернат потребует немного места, чтобы раскинуть плети, но взамен отблагодарит целой горой сладких плодов. А теперь самое интересное. Удивительно простой процесс размножения сладкого картофеля или батата. Всего 3 шага. Берется обычный магазинный батат, подвешивается в стакане с водой и ожидается появление зеленых побегов, их еще называют слепешами. Потом эти побеги просто укореняются в воде и высаживаются в грунт после потепления. Батату нужно только солнце и рыхлая земля, а дальше все. Уход минимален. Классическое «посадил и почти забыл». Переходим ко второму разделу. Простая и, главное, очень быстрая зелень. Это те культуры, которые обожают прохладную погоду и готовы поставлять свежие листья на стол практически без остановки. Тут самое волшебное — это способность к бесконечному возобновлению. Взять тот же листовой салат. Семена просто рассыпаются по влажной почве, чуть прижимаются, закапывать глубоко нельзя, им для всходов обязательно нужен свет. И уже через 3-4 недели можно собирать нежный бэби-салат, а через 1,5 месяца полноценные листья. А швейцарский мангольд, это вообще один из самых выносливых бойцов на грядке. Ему нипочем ни жара, ни легкий морозец. Главное золотое правило для всей этой зелени — аккуратно срезаем только внешние листья, оставляем сердцевину целой, и свежая зелень будет нарастать неделями, а то и месяцами. Так, а что означает эта цифра 20? Все просто «это количество дней». Ровно столько времени нужно шустрому редису, чтобы добраться от семечка на грядке до обеденной тарелки. Идеально для уверенного старта. Семена закидываются во влажную землю на глубину буквально 1-2 сантиметра. И все. Редис очень любит прохладу, поэтому меньше чем через месяц первый хрустящий урожай уже готов. Такой невероятно быстрый результат всегда поднимает настроение. Раздел номер 3 — неприхотливая огородная классика. Обычно традиционные культуры считаются довольно капризными, но, поверьте, существуют подходы, которые легко ломают этот стереотип. Все знают, что крупные мясистые помидоры любят покапризничать. А вот черри — это совсем другое дело. Они невероятно устойчивы к болезням и прекрасно переносят засуху. Высаживаем их на солнечное место с крепкой опорой, и примерно через 55-70 дней собираем первые сладкие томаты. Огурцы тоже отлично экономят силы и место. Если пустить их вверх по сетке или шпалере, это просто находка. Воздух свободно гуляет, а хрустящие огурчики появляются через 50-65 дней. Перцам же просто нужно стабильное тепло. И тут для всех действует одно важное правило — вовремя собираем плоды. Не даем им висеть и перезревать, и тогда куст выдаст еще больше урожая. И вот мы добрались до картофеля.
В народе его иногда в шутку называют «культурой ленивого крестьянина». Процесс выращивания до смешного прост. Клубень отправляется в рыхлую землю, по мере роста стебли слегка присыпаются грунтом или мульчей, и остается только ждать. Это же настоящая магия. Сажается всего одна картофелина, а под землей, без лишней суеты, вырастает целый десяток новых крепких клубней. Четвертая группа — это наши безотказные палочки-выручалочки, высокоурожайные корнеплоды и пряные травы, без которых по-настоящему ленивый огород просто немыслим. Здесь собрались культуры, требующие самого минимального вмешательства. Чеснок сажается с осени, спокойно зимует под снегом и весной стартует в рост самым первым. Репа растет с огромной скоростью, тут и вершки, и корешки идут в дело. А зеленый лук, его вообще можно растить бесконечно прямо из магазинных корешков, просто поставив стакан с водой. Базилик, если не забывать регулярно прищипывать верхушки, быстро превращается в мощный пушистый куст. Ну а подсолнухи, они и полезных пчелопылителей привлекают, и вкусными семечками одаривают. Та-дам! А вот и та самая интригующая цифра 14. Настоящий момент истины. Культура, которая кардинально меняет правила игры благодаря своей просто потрясающей универсальности. И это обыкновенная свекла. Ее главный секрет в том, что это идеальная культура двойного урожая. Она отдает максимум при минимуме вложенных усилий. Сначала можно смело срезать питательную ботву. Она великолепно подходит для свежих салатов и зеленых коктейлей. Причем делать это можно задолго до формирования самого корня. А потом осенью собираем сладкие корнеплоды, которые способны спокойно храниться в прохладе долгие месяцы. Это абсолютный чемпион по отдаче. И, наконец, как и было обещано в самом начале, гранд-финал. Тот самый главный секрет ленивого садоводства. Прием, который навсегда меняет подход к работе на земле. Речь пойдет об органической мульче. Звучит как-то научно, а на деле это просто защитный слой из соломы, опавших листьев, щепы или скошенной травы. Сантиметров 7-10 поверх голой земли вокруг растений. Стоит один раз не полениться и правильно уложить этот слой, как весь огород словно переключается в режим автопилота. Серьезно, это самая настоящая автоматизация грядок. Достаточно просто сравнить. Если земля голая, это неизбежная изнуряющая борьба с сорняками и полив каждый день, потому что солнце моментально высушивает влагу. А мульча, она решает обе проблемы одновременно. Этот плотный слой физически перекрывает свет сорнякам, и они просто не растут. А живительную влагу мульча держит как огромная губка. Плюс ко всему, она сглаживает перепады температур и постоянно питает землю ценной органикой. Больше никаких ежедневных каторжных работ, только приятный сбор урожая. С такими знаниями создать процветающий зеленый оазис без лишнего стресса и усталости проще простого. Возникает только один вопрос. Какие 3 культуры из этого большого списка появятся на грядках или на балконе уже этой весной? Мой многолетний опыт показывает, правильный выбор неприхотливых растений в сочетании со спасительной мульчой – это верный проверенный рецепт успеха. Огород может и должен приносить удовольствие. До встречи в новых разборах.